Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры. В этом видео мы познакомимся с довольно простой торговой стратегией Форекс, которая называется Евгена. Более подробно ознакомиться с ней можно на сайте стратегиефою.ру. В принципе, стратегия эта предназначена для валютной пары евро-иена, временной интервал 1 час. Никакие индикаторы нам не потребуются. Это очередная стратегия на пробое определенных диапазонов. Но, конечно, здесь имеются достаточно интересные нюансы, и именно они нас и заинтересовали, поэтому мы решили с вами этой стратегией поделиться. Итак, давайте разберем сразу условия на вход в рынок. Как только закрывается очередной день, мы на 2-3 пункта выше максимума и на 2-3 пункта ниже минимума устанавливаем ордера Buy Stop и Sell Stop соответственно. Стоп-лосс у каждого по 35 пунктов, Take Profit 60 пунктов. Это мы разбираем самый простой вариант входа. И здесь вот обратите внимание, как только он активируется, этот ордер, дальше ждем движение в сторону Take Profit. После прохождения 30 пунктов переводим сделку в безубыток. Также сделка переводится в безубыток на завершении дня, если еще не достигли цели или не находимся в отрицательной зоне. Если в отрицательной зоне на завершении дня будем находиться, то закрываем сделку по текущей цене. Еще важное дополнение: если после активации ордера цена в какой-то момент все-таки возвращается ниже максимума предыдущего дня и тестирует с отбойной свечой обязательно, закрытой не дальше 10 пунктов от этого уровня, то мы данную сделку просто закрываем по текущей цене. Давайте посмотрим и на продаже. В принципе, здесь у нас похожая ситуация, просто активирован ордер на продажу и также достигли целевого ориентира сразу. Стоп-лосс и Take Profit те же самые, перевод без убыток 30 пунктов. Это что касается простого варианта входа в рынок. Теперь давайте посмотрим на некоторые интересные нюансы. Вот обратите внимание, в данной ситуации мы ждали момента, когда цена пыталась пробиться ниже минимума предыдущего дня. Возможно, зацепили даже ордер Sell Stop. Но как только свеча, не закрываясь ниже, то есть мы помним, да, что если мы закрываемся ниже, возврат, тестирование с отбойной свечи изнутри, это у нас сигнал на выход из сделки, но там мы сделок больше не заключаем. Однако, если ниже мы все-таки не закрывались, а активировали ордер на продажу хвостом и потом закрываемся здесь с отбойной свечой, мы, кроме того, что закрываем предыдущую продажу, еще и заключаем сделку на покупку. Стоп-лосс здесь будет 30 уже пунктов, то есть на 5 пунктов меньше, и Take Profit 50 пунктов, то есть на 10 пунктов уже меньше. Перевод в БУ точно такой же, 30 пунктов. Ну и все те же правила относительно закрытия дневной свечи. Что еще важно запомнить, что в момент активации нижнего ордера, то есть на продажу, верхний ордер мы не удаляем. Он у нас остается весь текущий день. Даже если мы здесь активировали, пошли вверх, то этот ордер еще может быть активирован уже наоборот на покупку. Вот давайте посмотрим теперь такой пример. Здесь у нас максимум, минимум дня выделены. Мы установили ордер и на покупку, и на продажу, на 2-3 пункта выше и ниже минимума и максимума. Так вот, здесь у нас активировался ордер на покупку, однако выше мы не закрывались и сразу получили отбойную свечу. Сделку, соответственно, на покупку закрыли и заключили сделку на продажу. Стоп-лосс 30 пунктов, Take Profit 50. Здесь мы до Take Profit дошли и дальше смотрим на следующую ситуацию. У нас цена продолжала снижение, это в течение этого же дня. Следовательно, еще висел ордер на продажу, то есть Sell Stop. Как видите, он здесь был активирован. Отбойных свечей от низа мы не получали. Цена не доходила до стоп-лосса и, следовательно, остались в рынке. И получилось, что забрали еще 60 пунктов прибыли по сделке на основании пробоя одного из ограничивающих уровней предыдущего дня. То есть 50 и 60. Хотя такие случаи, конечно, бывают достаточно редко. Вот, в принципе, и вся данная стратегия. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. До свидания.